видео по террарии. В прошлой части мы остановились на том, что скрафтили себе наконец-то шипохват. Кто не знает, это хлыст из материалов, которые можно добыть в джунглях, который помимо того, что наносит урон, он накладывает на себя баф при попадании по противнику на ускорение скорости атаки. Я считаю, это довольно полезно. Ну окей, не об этом. В этой части я планировал бы... Вот единственное, вот мне для экипировки не хватает ботинок Гермеса, да, очень не хватает. Очень хотелось бы, но, как видите, не добыл. Ну и не знаю, в принципе, можно еще попутешествовать по шахте. Допустим, где-то вот тут. Я тут не путешествовал сначала. Сначала прям. Можно будет там что-то глянуть. Ну и, возможно, использовал зелье, чтобы быстрее прийти слева от спавна. Возможно, если все будет удачно, то получится убить даже короля слизней, первого нашего босса. Ну окей, приду вниз и вернусь. Так, ну вот я и на месте. Надо будет глянуть, что тут находится. И я забыл закупить себе факелов. Нужно будет скрафтить сейчас. Ну и так, на первый взгляд, и не скажешь, а я, по-моему, потратил весь гель, да? Поэтому на призывалку короля слизней нужно будет еще подформить. Разминируем ловко ловушку с валуном. Ну и продвигаемся дальше. Я очень надеюсь, что эта пещера куда-то приведет, но что у меня все еще большие сомнения в этом, да, судя по вот этому песку и по воде. Мне это не очень нравится. Хотя вот что-то вроде бы есть, но и я нашел сердце. Главное о нем не забыть. Ой, даже 2 сердца. Ну, это не сапоги Гермеса, но приятно. 340 хп мы уже имеем. Ну, конечно... О, домик. Лидером для поиска у нас станет именно ботиночки Гермеса, поэтому... А у нас тут бесконечный источник мобов. Как бы печально это не было, да, но нужно как-то проломать статую. Вот жалко, это не статуя слизней, да, я бы очень обрадовался. У меня в одном мире имеется такая сокровищница в джунглях, там статуя слизни стоит на активаторах. Это очень приятный фарм идет. Сюда, я думаю, просто нужно запустить моих миньонов. Не совсем разберутся. Так. О, ну это удачно. Конечно же, это удачно. Ну, все получается. Идем убивать короля слизней. Или как? Или еще побегаем? Я думаю, еще нужно побегать. Хоть и не очень может хочется, потому что я уже все нашел, готов убивать боссов. Ну, я, наверное...
сейчас продам все, подумаю, что делать, и нужно будет что-то делать. Это очень интересно, только что убил двоих подряд дождевых зомби. Из одного выпал плащ, из одного шляпа. Что с удачей в этом мире, я не понимаю. Ну, я, наверное, сейчас дождусь дня и начну фармить слизь. Сейчас можно даже сделать парочку корон, даже не парочку, довольно много получится. Наковальня. Раз корона. Я думаю, 3 короны нам вообще вполне хватит. Ой, больше не нужно. Так, ну а кому-то теперь продадим. Окей, дожидаемся дня. И тут я подумал, зачем дожидаться, если можно сделать кровать и поспать. У меня паутины там 300 штук было в сундуке. То хватит даже на обсидиановую броню, поэтому беспокоиться не о чем. Итак, ночь закончилась. Сейчас будем ждать спавна слизней. Ну и мне нужно хотя бы, я хочу штучек 40 на фарме геля, да, суммарно. Чтобы на 2 призывалки было, и потом можно было еще 3-ю запилить. Ну окей, фармим. Что-то постоял я так, постоял, понял, что вообще никого не будет спавниться. Ну, наверное, нужно пробежаться. В общем-то, пробежаться. Я думаю, я по пути смогу встретить там парочку слизней, их поубивать. Вот, допустим, как вот этого молодого человека. С него выпадает 2 геля. Прекрасно. Можно спуститься в ледяные пещеры, там слизней еще больше, но нужно ли? О, вот и дерево. Нужно было всего лишь дойти за ледяной биом. Снежный. Окей. Чуть-чуть добудем древесины тут. Нижних слоев. Ну и глянем, что. Выбить гнома, если тут будет вообще замечательно. Но гнома нет. Ну. Я очень сильно усложнил себе игру, просто невероятно. Это посох зяблика был тут просто с самого начала, и это моя ошибка, что я сюда не пришел. Ну, увы. Вот, кстати, слизень. Я просто запорол себе начало прохождения из-за того, что не прошел чуть-чуть дальше зимнего биома. Ну, как бы только я так могу. В шахту мы не спускаемся, бежим дальше. Нам сейчас желательно найти Кримзон, да? Или Кримзон, или Данж Скелетрона, если он имеется, да, до Кримзона. Оттуда стырить хотя бы одну водяную свечку, носить ее с собой и фармить. Или уже 12 штук по времени. Еще быстро пробегаем карту. Вот скелетрон уже. Ломаем вазочки. А где водяные свечи? Вы что, серьезно? Их нету? Это гига странно. Гига странный данж. Ни одной полочки нету, ничего. Ну все, я не буду заходить дальше. Просто нету свечек. Как это объяснить? Я
не понимаю. Ну, тут, значит, должен быть Кримзон. Судя по всему. Если слева джунгли, нету Кримзона. И вот Кримзон, да. И попробуем добраться до океана. Но траву желательно не ломать. Спускаться пока не буду. Вот она уже готовая, да, свеженькая. То, что нужно, просто дождаться. Дождаться полной луны нужно. Чтобы трава дала семена нам, да? Чтобы мы ее выращивали. Ну окей, второй вход. И тут еще больше мертвой травы. 5 штук, если я увидел правильно, да? Третий вход. Ну, третий вход, это уже шик. Я думаю, я вряд ли столько убью вообще мозгов. Мозгов. Ну, двигаемся дальше. Вот пляж. Вот и рыбак. Поймано на пляж светящихся грибов. Окей. На этом пляже нет смысла строить, потому что он будет порченный через время. Поэтому можно сразу телепортироваться на другой пляж. Вот на этот. Ну и тут глянуть надо, да. Тут можно было фармить гоблинов, но... Я, наверное, тут останусь, буду фармить, если что, гоблинов. Гоблины нам очень нужны. Очень необходимы. Поэтому я дожидаюсь гоблинов и слизней. И вот первый гоблин уже умирает. Принес нам 2 ткани. И тут немножко слизи. 15 геля и 2 ткани. Ну я еще постою так. Фармлю там, если не ошибаюсь, нужно 5 тканей. Так, немножко тут подловил стрекоз, да, 12 штучек. Такой решил пойти чуть-чуть вправо посмотреть, да, закругляться, 40 гелей есть. А тут еще одно дерево, и еще даже 2. Окей. Нужно их разведать. Сейчас добудем сины и полетели. Жду гнома. Жду гнома, которого тут вообще нет. Понятно. Зонт. Я не понимаю, зачем от спавна так далеко находится. Кстати, я тут был. Ух ты. Ух ты. Я тут был, совпадение. Ну, окей. Сейчас глянем во второй и буду цепаться домой, сложу весь хлам и буду делать 2 призывалки. На 3, увы, нафармим попозже. Ну, духовая трубка. Бесполезно. Добываем. Еще сундук. Неинтересно. Стулья даже забирать не буду. Они не интересуют. В начале игры еще имеет... ну я даже не заметил тактику дерева. Печально, ну ок. Телепортируемся. И будем делать призывалки. Окей, телепортировались вправо. Я вначале начал бежать в правую сторону, да. Но потом вспомнил, что оказывается можно телепортироваться. Ну и телепортировался как раз таки. Жаль, не полная луна, но... Ну ничего, в любой момент можем типа телепортироваться, и все будет ок. Я зайду сразу в эту отверстие. Мне просто нужен алтарь. Я скрафчу 2 призывалки.
Всё. Извините, Миша, чё я не расставляю факела, я не знаю. Хороший вопрос. И 2 призывалки. Мне больше тут ничего не интересно. Рыбак что-то кайфует. Ну и нам нужно пару зелек. Но зельки у нас пару штучек есть. У нас будет в будущем покрасить. Я не буду использовать зелье шипов. Сейчас оно мне не пригодится. Могу ночное видение взять, да. А, ну и... Где это было? И апельсинчик. И апельсинчик. Ну, чё, готовы? Сейчас надо проверить, чтобы запись шла, а то сейчас завалю босса и ничего не будет. Будет смешно. Прием зелья. Это как-то неохотно. А вот уже охотно. Ну, что ты сделал ошибку? У меня не такой хлыст, кстати, нужно будет посмотреть еще хлыст подлиннее. Урона хорошо по нему заходит. Ни одного еще по себе я не получил. Подчистим мелких. Вот, получил первая тычка. Может, нужно на первом уровне с ним бороться, чтобы звезда упала. И было приятно. О, тени слизень перед нами. Да, окей. Сейчас забьют даже. Считайте, он труп. И реликвия получена. Так, ну окей. Я предлагаю даже второго сразу призвать, пока бафы действуют. А еще, если получится, телепортироваться обратно в Crimson, то бы скрафтить третью. Все равно корона есть. Для скорости. Ой. Ой. Что-то у меня просадил люто. Ну, все под контролем, типа. Все под контролем. Так, сквозь него на хуке, это классика. Ну так, чуть-чуть поменьше говорю, что типа потею на самом деле слишком легко. Слишком легко, просто даже не почувствовал. Сейчас он телепортируется в меня, и я его уничтожу. И... Трофеи выпал, ух ты. Приятный бонус. Геля у меня 140 штук там еще валяется, но даже не буду поднимать. Сейчас быстро телепортируемся. Край мира.
быстренько бежим в Crimson, крафтим еще одну призывалку. У меня еще 4 минуты основных зелий осталось. Нужно поторопиться. Окей. Нет. Главное не умереть. Так, вот уже алтарь. Снимаю с головы. Крафчу. Телепортируюсь. Призываю третьего. Ну, 3, я думаю, нас вполне устроит. Я хочу, блин, себе питомца. Что за бред? Питомец не падает. Это списка полная. Ну, уже почти убили, считайте. Ничего, я не знаю, что он борется, он уже мог сразу умереть и все. Как говорится, и все это ради капли крови. Чем он борется. Весь этот мусор нам вообще будет мешать. Ошибся. Не хватило хука. Не, хук надо явно длиннее. Хук надо явно длиннее, потому что уклоняться с обычным металлическим как-то не очень. Реликвия. Нет, не выпало. Обидно. Обидно, не выпало ни одного питомца. 25% шанс. Ну, в принципе, вот за 4, если выпало, да, все было бы процентажно правильно. Конечно, реликвию. Ой, реликвию. Трофеи. И поставлю реликвию, я не знаю. Ну, наверное, арену их буду ставить. Почему нет? Ну, открываем мешочки. Седло выпало со 2. Замечательно. Хук. Так, этот достает прям до реликвии, а этот... Тест хука. Он такой же, только у него 3... Я не знаю. А вряд ли. Это будет. Ну и гель. Гель бесполезен. Повесить единственное нужно. Повесим куда-то сюда. Повесим сюда знамя. По красоте. И продадим весь лут. Я корейский гель не буду оставлять, зачем? Серебро, твердители бесполезные. 15 голды еще сверху. Того денег у нас, ну, практически платина, да, еще 16 монеток золотых и будет платина. Окей, серия получилась довольно неплохая. Ну а я буду, наверное, заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Зовите друзей, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.